Всем привет, всем здравствуйте, мои любимые чудесные зрители, все любители астрологии. С вами Ольга Стелла, и сегодня будет видео про полнолуние. Полнолуние, которое у нас произойдет 17 октября, произойдет оно в знаке Овен. И это важное полнолуние, потому что у нас до этого шли затмения по знаку Овен. А значит, были многие изменения, и сейчас мы будем с вами подводить итог этим изменениям, процессам, которые происходили в нашей жизни. И, друзья мои, перед тем, как начать, сразу же для всех моих любимых зрителей, кто спрашивает про личные индивидуальные консультации, прямо сейчас на экране мой email, куда вы можете написать и получите всю информацию, если хотите получить личные ключики от счастья, изобилия, удачи или заглянуть в будущее. Пишите на этот email. А внизу под этим видео вы найдете все ссылки на ваши гороскопы. Уже выходят гороскопы на ноябрь на канале, а также таро расклады. Вообще, что такое полнолуние? Полнолуние – это оппозиция Солнца и Луны. Поэтому по статистике всегда дни полнолуния, они самые напряженные, эмоциональные, самые, но также и самые креативные, и в то же время самые травмоопасные. Поэтому в дни полнолуния не рекомендуется перегружать себя делами, работой или очень важными разговорами. Также полнолуние – это у нас момент кульминации, ясности, результатов. Очень часто момент, когда мы созреваем, так же, как и Луна на небе, очень важному решению в нашей жизни. Поэтому полнолуние всегда проигрывается для каждого, в каком бы знаке оно ни происходило. У нас всего 12 полнолуний в году, и для каждого оно затрагивает определенный сектор, для каждого знака зодиака. Поэтому сейчас мы поговорим об общем фоне полнолуния, что оно нам принесет, чего опасаться, а что хорошо в это полнолуние. А дальше я расскажу каждому знаку зодиака в отдельности, в какой сектор жизни у вас попадает это полнолуние и какую сферу жизни затронет, где будут происходить перемены. Это полнолуние в знаке Овен. Произойдет оно в 11 часов 26 по Гринвичу, поэтому можете посчитать разницу с мировым временем. У нас на канале люди со всего мира, буквально со всех часовых поясов. И полнолуние очень часто мы начинаем чувствовать немного заранее. Эмоционально фон меняется. Мы действительно наполняемся, вот как эта полная луна, эмоциями. В моменты полнолуния у нас открывается немножко подсознание, поэтому очень часто у людей бывают вещи сны, бывают очень необычные события в полнолуние, либо день до или после, необычные знакомства, увлечения, мысли. И так как полнолуние у нас часто открывает нам тайны, как бы приоткрывает занавес, то, от чего нас защищает наша психика, очень часто наше внутреннее я, наше подсознание, наша психика, она как бы защищает нас определенным коконом и не дает нам до конца увидеть, понять какую-либо ситуацию. И вот именно в полнолуние происходят те самые инсайты, когда вдруг все становится понятно, все становится ясно. Либо мы вдруг открываем глаза и видим четко, как обстоят дела. К тому же полнолуние открывает тайны реально, если от вас что-либо скрывали, либо вы что-либо не могли найти, собрать какую-либо информацию, то в дни полнолуния это те дни, когда можно и узнать тайны, которые от вас скрывали, но также узнать информацию для себя. Вообще дни полнолуния очень хороши для того, чтобы пообщаться с собой. Это общение с внутренним я, это общение со своим подсознанием, это общение со своим высшим я. Можно задать себе вопросы, можно загадать вещий сон, можно пересмотреть ситуацию и решить, что продолжать, а от чего отказаться. Это полнолуние подводит итог с апреля месяца. Поэтому особенно если в апреле у вас по затмению, которое происходило в знаке Овен,
у вас что-либо менялось, происходило, либо начинался какой-либо процесс, то здесь могут подойти итоги. Поэтому каждый человек либо на внешнем уровне, то есть у кого-либо это могут быть конкретные события, которые могут происходить, а у кого-то полнолуние переживается больше на внутреннем уровне, но те инсайты и те решения, которые вы принимаете, они впоследствии влияют конкретно на вашу жизнь. Овен у нас знак огня, это огненный знак. Полнолуние у нас, конечно, напряжено, потому что это очень яркое у нас огненное полнолуние. Конечно же, люди будут очень эмоциональными, многие сбросят маски, поэтому вы можете даже видеть некоторых людей не такими, как обычно. Как говорят, спроси в полнолуние, что человек думает о тебе, и ты услышишь правду. И часто это бывает именно так. Полнолуние – это момент кульминации. Кульминация – это у нас, когда мы достигаем чего-либо, у нас завершается какой-либо процесс, либо ситуация, и мы переходим на новый уровень, либо меняем уже проект. Поэтому в полнолуние, особенно в полнолуние в Овне, такое огненное, яркое полнолуние, эмоциональное, очень хорошо проявлять себя. Хорошие дни для выступлений, для презентаций, для рекламы, саморекламы, для выставок, ярмарок, распродаж. И везде, где нужно повести за собой людей, где нужно показать себя. Если у вас есть какие-либо таланты, то вы можете в полнолуние поделиться ими с другими людьми. Так же, как и луна, яркая полная луна, также высвечивается как фонарем в нашей жизни все, что мы умеем, все наши достижения, но также и наши недостатки, и то, где мы не добились успеха по какой-либо причине. Но в то же время в полнолуние можно хорошо разобраться, почему, как и стоит ли вообще продолжать какой-либо проект, либо отношения. Поэтому это смелое полнолуние, в которое очень хорошо быть достаточно активными, позитивными, яркими и не рисковать, потому что если смотреть на фон полнолуния, он очень напряженный. Сейчас завершим о том, что у нас хорошего. У нас прекрасные есть аспекты на небе, которые говорят о том, что это прекрасное полнолуние для ярких встреч, для общения с единомышленниками, всевозможные конкурсы, всевозможные презентации. Но также для кого-то это могут быть и объяснения в любви, может быть объяснение своих чувств другому человеку. Очень креативное полнолуние, поэтому для всех людей, кто в креативе, это полнолуние даст возможность проявить себя, проявить свои эмоции, а может быть продвинуться в своих проектах. Это прекрасное полнолуние для того, чтобы быть позитивным, налаживать всевозможные социальные связи, выходить на социальную сцену, а также завязывать связи с людьми издалека, с иностранцами, может быть, по работе. Это тоже хорошее полнолуние. И в это полнолуние мы можем услышать о новых изобретениях, о новых открытиях. Хочу напомнить, что полнолуние у нас начинает действовать 17 октября и будет длиться его действие вплоть до 1 ноября. Поэтому события, которые может нести полнолуние, они могут происходить в течение 2 недель после того, как состоялось полнолуние, потому что оно влияет на 2 недели после. Вы также, друзья, можете посмотреть ваш гороскоп на октябрь месяц по знакам зодиака. Я там тоже очень подробно рассказала про эти дни и про полнолуние. Ссылочки найдете под этим видео. А теперь про то, что будет напрягать в это полнолуние. У нас Марс делает напряженные аспекты к Луне и к Солнцу. Это большая напряженная энергия. Марс является управителем этого полнолуния, то есть управителем знака Овен. И это еще больше усиливает его влияние. Марс — это что? Это наша моторика, это активность. Без Марса мы не делаем даже шага в нашей жизни. Это все, что нами движет, это кровь, это энергия. Но еще Марс у нас считается как активной планетой, планетой активности, планетой бизнеса, достижений.
адреналина такого. Это мужская планета, мужская энергия, мужская фертильность. Но в то же время Марс — это у нас еще и воинственная планета, и агрессивная планета. И вообще в астрологии у каждой планеты, то есть нет плохой или хорошей планеты, у каждой планеты и у каждой звезды в астрологии есть как очень позитивные качества, так и очень негативные. Все в балансе. В зависимости от того, насколько вы прорабатываете свои планеты, так они будут влиять и на вас. Поэтому, внимание, если в вашем окружении есть мужчины агрессивного настроя, с агрессивным характером, гневным характером, то старайтесь избегать их, особенно в день полнолуния, за день до и после. Конечно, по таким аспектам не рекомендуется эмоционально и импульсивно проявлять себя. Марс — это импульс, это вообще первый шаг, импульс, эмоция. Это когда ты сначала сделал, а потом уже подумал. Так вот, друзья, этого не рекомендуется допускать, особенно когда Марс не в самых благоприятных аспектах, потому что это может привести к очень негативным последствиям. В этот день могут быть люди, которые могут навязывать свое мнение, либо у вас появится такое чувство, да, у некоторых, у кого будет действовать сильно этот аспект, чувство превосходства, желание подавить окружение, подавить кого-либо в своем коллективе, в своей семье. И, конечно, это негативно будет сказываться на весь фон полнолуния. Поэтому здесь очень важно проработать Марс в позитиве, в конструктивном ключе. То есть это яркая энергия, и ее желательно проявлять в бизнесе, в общении и в проявлении своего креатива. Тогда этот Тау-квадрат вам может дать огромную энергию. Вообще люди, у кого есть Тау-квадраты в личном гороскопе, если они с ними поработают, это самые энергичные люди в мире. И зачастую также самые успешные. Потому что каждый успех — это и скрупулезная работа, но также преодоление некоторых ситуаций, а не только то, что идет в руки просто как везение. Поэтому вот этот Тау-квадрат говорит о том, что некоторые ситуации нужно преодолеть, на некоторые ситуации нужно посмотреть под новым углом, под позитивом, креативом, желанием что-то исправить, что-то сделать, может быть, по-новому и по-другому. Марс находится в знаке Рака. Рак — это фундамент нашей безопасности. Рак — это дом, это уют, это род и семья. Поэтому на эту сферу жизни тоже стоит обратить внимание и внести как можно больше гармонии в эту сферу. Поэтому, конечно, мужчины особенно сильно почувствуют это полнолуние. Оно может быть достаточно беспокойным, напряженным, особенно для мужчин и для мальчиков. И в плане здоровья здесь, конечно, нужно быть повнимательнее, потому что Марс в квадрате может давать травмы. Как в быту, так и на дорогах нужно быть повнимательнее. Марс — это у нас, кроме того, что может быть автомобиль, это может быть техника, моторика. Это огонь, это острые предметы. Ну и в плане здоровья тоже стоит позаботиться о себе в это полнолуние и не перегружать себя эмоционально еще больше какими-либо событиями, неприятными разговорами и не подвергать себя опасности. Такая конфигурация может давать еще головные боли, сильное чувство беспокойства, панические атаки, поэтому будьте повнимательны. Поэтому, кто страдает такими недугами, то, конечно, подстелите себе соломку. И это были самые главные моменты этого полнолуния. Поэтому уже знаете, куда направлять вашу энергию. А сейчас я расскажу для каждого знака зодиака в отдельности, в какой сектор у вас попадает полнолуние и какие события оно может нести. И также, мои дорогие друзья, после наступления каждого полнолуния у нас есть 2 недели убывающей Луны, в которые очень хорошо избавляться от чего-либо, расчищать пространство. И вот особенно в сектор, в который у вас попадает полнолуние, там вы можете зачистить вот именно этот сектор, по этой сфере от чего-то можно отказываться, что-то можно пересмотреть.
Это вам астроэзотерическая подсказка, как пользоваться полнолунием во благо себе. Вы смотрите ваш прогноз всегда по знаку асцендента, потому что он у нас определяет события в основном. А дальше по знаку вашего зодиака, потому что он может дополнять, либо события переплетаются. И можете также смотреть еще и знак Луны. Он тоже может дополнять события полнолуния. Для детей мы смотрим только знак Луны. Ну что ж, мои дорогие друзья, начну со знака Овен и дальше расскажу всему зодиакальному кругу по порядку. Овен у нас первый знак, поэтому начинаем астрологически с Овна. Желаю вам прекрасного полнолуния, самого лучшего настроения и самых хороших событий. Овны, у вас это полнолуние происходит в вашем первом секторе гороскопа, в вашем знаке, и это полнолуние для вас очень важное, так как первый дом — это один из самых главных домов гороскопа и, конечно же, говорит о нашем здоровье, о нашей внешности и, конечно же, отвечает за наше проявление в этот мир, за то, кем мы являемся, за нашу внешность, за то, как нас воспринимают другие люди. Поэтому для вас это будет очень важное полнолуние, полнолуние кульминации, когда многие из вас получат результат своей работы. Возможно, будет трансформироваться какая-либо ситуация. Допустим, какой-либо период вашей жизни подходит к концу, и здесь вы будете решать, как строить отношения дальше, либо как себя вести дальше. Ваше подсознание будет готово к переменам, будет готово к новшествам. Также здесь вы можете получить прекрасный результат, все овны, кто занимался своей внешностью, допустим, своим здоровьем, своей профессиональной деятельностью. Вообще первый дом, он ярко относится, напротив у нас 7-й дом, и он ярко относится к отношениям. И то, конечно, для многих овнов здесь будут какие-то важные разговоры, либо важные документы, которые касаются контрактов, отношений с другими людьми. Могут быть суды, которые подходят к концу, либо будет заседание суда. Могут быть приняты решения о том, чтобы трансформировать ваши отношения с другими людьми. Ваш имидж, конечно же, имидж, как вы себя транслируете в этот мир. Вы здесь можете увидеть, как вас видят, как вас воспринимают другие люди. Поэтому это полнолуние для вас очень важное. Вам по такому полнолунию и по мощной энергии убывания на 2 недели хорошо избавляться от чего-либо, что вам не нравится именно в себе. Вот я как личность, может быть какая-то привычка, может быть какая-то черта характера, либо внешности. Потому что полнолуние в первом доме дает вам эту возможность. Конечно же, полнолуние в первом доме иногда дает свадьбы, помолвки. Ну, для кого-то свадьбы, для кого-то наоборот решение, допустим, что с этим человеком не хочу больше видеться. Но это очень важные судьбоносные моменты с другими людьми. Я вам желаю самых лучших событий. Не забывайте также смотреть ваш гороскоп на октябрь. Я там тоже дала важную информацию, и по этому полнолунию тоже. Ссылка внизу под этим видео. Желаю вам лучшего полнолуния. Обнимаю вас крепко, люблю вас. Пока-пока. Тельцы, мои любимые, дорогие тельцы. У вас это полнолуние происходит в вашем 12-м секторе гороскопа. И 12-й сектор — это у нас сектор далеких земель. Это сектор эмиграции, это сектор изоляции. И, конечно же, здесь у вас могут быть кульминационные моменты. У вас очень хорошая Венера вас аспектирует, ваш Уран. Могут быть моменты кульминации. Допустим, вы получите гражданство другой страны, либо вас позовут на работу, либо будет предложение руки и сердца. Путешествия, конечно же, это может быть путешествие. Также могут приниматься всевозможные решения. Если вы еще не решились, то могут приниматься решения о том, что вы хотите переехать куда-то, поехать куда-то в путешествие в другую страну.
либо изучить даже иностранный язык. Но еще 12-й дом — это у нас острова, это у нас ретриты, санатория, это лечебницы всевозможные. Поэтому, может быть, многие тельцы по этому полнолунию захотят поправить свое здоровье, заняться своим здоровьем, заняться йогой, эзотерикой по 12 дому, пройти какой-то курс. Либо уже будете получать диплом, потому что здесь и принятие решения у нас идет по полнолунию, и завершение какого-то этапа. То есть может быть уже какой-то этап пройденный, и вы получите какой-то результат по 12 дому. Общение с необычными людьми, с людьми издалека, может быть. Для вас, мои дорогие тельцы, могут появляться пропавшие вещи. Если вы что-то потеряли, вполне возможно, вы найдете в эти следующие 2 недели полнолуния. Полнолуние в 12 доме и мощная энергия убывания после того, как произойдет полнолуние, очень хороши для того, чтобы вы избавились от плохих привычек, избавились от болезней. 12 дом для кого-то может быть полнолуние завершения пребывания в изоляции, либо в местах заключения. Вот эта тема, она выходит на первый план. И я думаю, что здесь у многих из вас будет какой-то результат, какое-либо завершение, может быть выздоровление. Еще могут быть увлечения, связанные с далекими землями, с людьми издалека. К тому же по 12 дому может реально заканчиваться какая-то важная ситуация, над которой вы работали, проект, над которым вы работали, особенно в одиночестве. То есть что отнимало у вас много времени, и может быть у вас не было времени на общение, вот оно может заканчиваться по такому полнолунию. Смотрите также ваш гороскоп на октябрь, я там дала очень много информации по всем важным дням. Желаю вам лучшего полнолуния, обнимаю вас крепко, люблю вас, пока-пока. Любимые мои близнецы! У вас это полнолуние происходит в вашем 11 секторе гороскопа, а значит будут трансформироваться все дела, связанные с друзьями, большими коллективами, интернет-проектами, рекламой. Здесь может быть кульминация. 11 дом — это обычно праздник, это может быть свадьба, это может быть встреча с друзьями, встреча с одноклассниками, либо с коллегами. 11 дом — это может быть путешествие куда-то недалеко, тоже с друзьями. Вообще вот тема друзей может выходить на первый план и подвергаться всевозможной трансформации. Как и встреча с друзьями, с кем давно не виделись, может быть у кого-то будут важные разговоры, либо известия, может у кого-то приглашение на свадьбу, на праздник, если это не у вас какой-то юбилей или праздник. Также по 11 дому у нас идут третьи браки, чужие дети. Тоже может тема выходить на первый план. Конечно же, интернет-сайты, интернет-проекты. Здесь многие, может быть, будут решать, продолжать ли проект. У кого-то будет кульминация. 11 дом — это дом известности. Поэтому кто-то, может быть, станет известным, если вы трудились над этим, если вы продвигали себя, может быть, давали рекламу, она сработает. Либо кто-то будет принимать важное решение, может быть, кто-то решит уйти из какого-то коллектива, либо закончить какую-либо дружбу. Иногда бывает, что по полнолунию просто происходят какие-либо обстоятельства, когда мы расстаемся с друзьями. Допустим, кто-то переезжает в другой город по каким-то причинам и перестаем общаться. У кого-то может быть презентация, концерт, потому что концерт у нас по 11 дому проходит замечательно. Это может быть очень даже хорошее время для вас, для этого, для выступлений, для концертов, для проявления себя профессионально, для покупки, может быть, каких-то гаджетов, для продвижения своих интернет-сайтов. Но для кого-то это может быть и отказ, да, от каких-то проектов, завершение каких-то проектов, их трансформация. Я вам желаю только самых лучших событий, мои хорошие. Обнимаю вас крепко, люблю вас. Увидимся скоро с новыми видео. Пока-пока. Дальше, раки мои любимые. У вас это полнолуние происходит в вашем 10 секторе гороскопа. А 10 сектор для вас — это сектор карьеры.
Это сектор самых высоких целей, достижений, отвечает за статус, за смену статуса, за репутацию. Поэтому, конечно же, для многих раков здесь будет решающее время в плане карьеры. Вы посмотрите, чего вы достигли, достигли ли вы желаемого. Может быть, будете закладывать новые перспективы, новые цели, трансформировать их. Это тоже возможно. Потому что, конечно же, обстоятельства у каждого сложатся своим образом, но 10-й сектор выходит на первый план. Что это может быть? Взаимоотношения с начальством. Может быть, у вас сменится начальство, все-таки полнолуние, какая-то перемена, что-то завершается. Может быть, вы будете предоставлять свой проект, либо будете заканчивать вашу деятельность в каком-то месте. По 10-му дому очень хорошо выходить на пенсию, допустим, потому что это говорит обычно, что это долгожданное, это с почетом, с почестями. Также полнолуние в 10-м доме, конечно же, для всех, кто ищет устройство на работу, может означать, что вас заметят, либо повысят. 10-й дом — это могут быть повышения, погоны, поощрения, премии. Все, что касается вашей профессиональной деятельности, вашей репутации. Может быть, вы будете получать диплом, повышать квалификацию. Но еще по 10-му дому мы очень часто переезжаем в более престижное место, жилье, либо офис. Конечно же, знакомства очень хороши по 10-му дому, особенно кто в поисках второй половинки, либо бизнес-партнеров. У кого-то будет серьезное решение, допустим, открыть свой бизнес. Ну и 10-й дом. 10-й дом, он касается всего важного. То есть первое открытие бизнеса может быть, либо достижения, которые вы делаете по работе, в бизнесе. Это тоже 10-й дом. Поэтому здесь вы четко увидите, что будет происходить, насколько вы довольны ситуацией. Еще, конечно же, это могут быть свадьбы, предложения руки и сердца. И иногда для некоторых 10-й дом — это рождение детей. И это очень хороший признак, потому что сразу же идет рост в семье после этого обычно. И, мои дорогие раки, не забывайте смотреть ваш гороскоп на октябрь. Я там тоже дала очень много информации и по полнолунию, по другим дням. Он внизу под этим видео в инфобоксе на моем YouTube-канале. Заходите и смотрите. Я вам желаю прекрасного полнолуния, самых лучших событий. Обнимаю вас крепко, люблю вас. Пока-пока. Львы, мои любимые, у вас это полнолуние происходит в 9-м секторе вашего гороскопа. 9-й сектор — это сектор далеких земель, это сектор всего иностранного, но также у нас это и сектор юриспруденции, судов, учителей, высшего образования, публикаций, презентаций всевозможных. Поэтому, конечно же, вот эта тема для вас будет выходить на первый план. И если она для вас важна, то здесь, естественно, будет кульминация. Может быть, вы получите визу, либо будете переделывать заграндокументы. 9-й дом — вторые браки, внуки. Поэтому, может быть, у кого-то будут дела, связанные со вторым браком. Может быть, у вас свадьба будет, либо предложение руки и сердца. Но еще, если вы в поисках, вполне себе хорошее полнолуние для знакомств. И следующие 2 недели. Поездка куда-либо, путешествие, увлечение чем-то новым, потому что 9-й дом — это всегда открытие горизонтов. Вы прекрасно можете здесь изучать иностранный язык, либо поехать в какую-либо страну и там заниматься обучением. Вас могут пригласить, если вы вот добивались чего-то по 9-му дому, то вас могут пригласить в иностранную компанию, либо за границу на работу. Либо это может быть человек другой культуры, не обязательно иностранец, но он может быть другой культуры, других взглядов, издалека, особенно если ваша страна большая, где вы живете. То же самое может быть и с работой. Вас могут пригласить на работу достаточно далеко от вашего места жительства. Но еще здесь, как кульминация, могут быть суды. У кого-то юридический документ важный будет подписываться, у кого-то суды будут идти и завершаться.
Вам здесь очень важно не входить в конфликты, потому что, конечно же, очень сильный риск того, что вы можете попасть в судебное разбирательство. Поэтому будьте внимательны, дорогие львы. Зато презентации, публикации здесь могут вас порадовать. Обязательно смотрите также ваш гороскоп на месяц, на октябрь. Внизу в инфобоксе находите ваш знак зодиака и смотрите. Я там дала очень много информации по октябрю месяцу и по этому полнолунию. Желаю вам самых лучших событий. Обнимаю вас крепко, люблю вас. Пока-пока. Девы, мои любимые, у вас это полнолуние происходит в вашем 8-м секторе гороскопа. 8-й сектор — это сектор чужих денег. Денег партнера, если у вас есть партнер, либо тех денег, которые мы не заработали. То есть это страховки, выплаты, всевозможные кредиты, также всевозможные финансовые документы. Вот все, что касается денежной темы, здесь на первом плане. Но еще 8-й дом у нас это сексуальная тема и тема фертильности. Поэтому для вас это страстное полнолуние, фертильное полнолуние. Поэтому для тех, кто в поисках, допустим, партнеров либо детей, то не пропускайте. В течение 2 недель для вас это полнолуние будет действовать достаточно сильно. Оно хорошее для знакомств, оно хорошее для того, чтобы начинать какие-либо отношения в позитивном ключе. Может меняться либо трансформироваться ваш экономический какой-то план. Допустим, у вашего партнера могут быть изменения в финансах. И если вы от него зависите, то, естественно, будут какие-то важные разговоры. Вы будете, может быть, пересматривать ваш бюджет, финансы. Также выплаты всевозможные. Либо вы получите страховку, выплату, какой-то долг вам вернут. Может быть, вы кредит брали, да, и вам подтвердят кредит здесь. Еще 8-й дом — это наследство, поэтому, может быть, вы будете оформлять документы, которые касаются наследства. 8-й дом также очень важен для тех, кто занимается эзотерикой, поэтому здесь может быть кульминация, может быть, вы уже будете сдавать экзамены, если вы чему-то обучались, эзотерика, йога, всевозможные энергетические практики. Либо это может как-то отразиться в вашей жизни, может вас увлечь в этот период. Могут заканчиваться какие-то периоды, особенно долгие периоды, когда, допустим, вы получали какие-то пособия, страховки. Также могут и завершаться, потому что полнолуние у нас это трансформация и завершение. Допустим, вас пригласят на работу, и вы перестанете получать пособия. Либо что-то вот в этом роде. То есть вот эта тема, она будет очень важной. Деньги, денежные документы, деньги, которые вы не заработали, выплаты, кредиты, наследство. Смотрите также ваш гороскоп на месяц. Я там дала очень много важной информации для вас. Ссылочка внизу под этим видео. Открывайте инфобокс, находите свой знак. Я вам желаю самого лучшего полнолуния. Обнимаю вас крепко, люблю вас. Пока-пока. Весы, мои любимые, у вас это полнолуние происходит в вашем 7-м секторе гороскопа. Это очень важное полнолуние, потому что 7-й дом — это другие люди. Это наши взаимоотношения с другими людьми и, конечно же, с партнером по браку, партнером по бизнесу, а также клиентами, кто работает непосредственно с клиентами. Здесь очень много энергии. Вообще сейчас очень многие пересматривают свои отношения с другими людьми, с партнерами, свой взгляд на других людей. Но для вас это полнолуние будет очень важным. У вас здесь очень много хороших аспектов, поэтому прекрасное время, кстати, для знакомств, для подписания каких-то документов. Может быть, не в день полнолуния, да, но в следующие 2 недели здесь складывается неплохая ситуация для вас. И, конечно же, такое полнолуние может приносить знакомство, предложение руки и сердца, важный разговор с партнером, но также и ваше решение, потому что здесь Солнце в вашем знаке, ваше решение может быть расстаться с кем-то,
либо с какой-либо организацией, с кем у вас есть контракт, либо с какими-либо клиентами, с кем вы работали раньше и сейчас не захотите больше работать. То есть трансформирующая энергия идет в 7-й дом. Поэтому будете принимать важные решения, будут важные события для вас. Для некоторых 7-й дом это может быть совместная покупка чего-либо, совместная поездка с партнером. Также это, конечно же, дети, совместные дети, да, важные документы. И по 7-му дому иногда идут мелкие суды, то есть это бракоразводные суды. Обычно, если они идут по 7-му дому, то это проходит гораздо легче, нежели чем по 9-му. Но, тем не менее, у кого-то могут быть и решения, принятие решений, разговоры с партнерами, подписание важных юридических документов, совместное путешествие, ну я уже сказала, то есть все, что касается вас и других людей, контрактов, а также небольших судов, допустим, споры, которые переходят в суд, они тоже идут по 7-му дому, значит здесь будет кульминация, будет завершение, скорее всего. И для вас очень важно не входить в конфликты, не горячиться, не действовать импульсивно, не вступать ни в какие странные ситуации, потому что реально здесь может быть конфликт, который поведет за собой судебное разбирательство. Поэтому в этом случае будьте поосторожнее с другими людьми, с обстоятельствами. Смотрите обязательно ваш гороскоп на месяц, он внизу под этим видео в инфобоксе. Открывайте, находите свой знак. Я там тоже дала очень много информации для вас по полнолунию и не только. Желаю вам только самых лучших событий. Обнимаю вас крепко, люблю вас. Пока-пока. И дальше мои любимые скорпионы. Скорпионы, у вас это полнолуние в 6-м секторе вашего гороскопа. 6-й сектор это сектор здоровья, рабочих контрактов, обязанностей, наемных рабочих и домашних животных. Поэтому, конечно же, для вас здесь будет кульминационная ситуация, либо ситуация завершения. Допустим, вы сдали анализы и подойдут анализы, подойдет диагноз, либо вы найдете нужного врача. Здесь очень хорошие, кстати, аспекты для того, чтобы излечиться, найти нужного врача. Либо, может быть, кто-то увлечется медициной, и вы решите изучать медицину по этому полнолунию. Также это полнолуние может приносить завершение рабочих контрактов, либо их пересмотр, переделку. То же самое касается и тех, у кого есть наемные рабочие. Может быть изменения, кто-то может уйти от вас, либо это смена работы для вас, смена обязанностей еще может быть. Даже если вы не работаете, это могут быть обязанности, которыми вы занимаетесь дома, и они будут меняться. Либо что-то будет меняться в вашей семье, и ваши обязанности будут меняться. А также, конечно же, домашние животные могут дать о себе знать, либо у кого-то может появиться домашнее животное по такому полнолунию. Смотрите обязательно ваш гороскоп на месяц, на октябрь. Я оставила его в инфобоксе, находите ваш знак и смотрите под этим видео. Я вам желаю только самых лучших событий. Обнимаю вас крепко, люблю вас. Увидимся скоро с новыми видео. Пока-пока. Стрельцы, мои любимые, у вас это полнолуние будет происходить в вашем 5-м секторе гороскопа. 5-й сектор – это сектор любви, это сектор всего, что мы любим, наслаждения, радости жизни, радости, хобби, творческого проявления, детей, любимых, романтической любви, а также сектор выигрыша в лотерею, а также сектор профессионального спорта. И значит, вот эти темы для вас здесь будут наиболее актуальны в зависимости от того, какая тема сейчас на первом месте в вашей жизни. И у вас могут быть очень хорошие результаты. Может быть, у вас будет свидание, любовь, встреча долгожданная, предложение руки и сердца. Но 5-й дом это еще и праздники, поэтому может быть у кого-то свадьбы, либо вас пригласят куда-то, концерты, праздники.
5-й дом — это хобби, поэтому, возможно, если вы увлекаетесь чем-то, вы в полнолуние можете принимать решение оставить это, либо продолжать дальше, и, может быть, впоследствии профессионально заняться чем-либо. 5-й дом — это, конечно же, может быть очень важный разговор с любимыми, может означать рождение либо зачатие, то есть рождение детей. Или у ваших детей могут быть какие-то события, которые, я думаю, что вас порадуют. То есть может быть полнолуние, в которое вы будете заниматься именно своими детьми, общаться со своими детьми. И также могут быть соревнования у кого-то. Можете играть в лотерею, у вас прекрасное просто здесь сочетание, тем более ваш управитель Юпитер в прекрасном трине идет к Солнцу и к Марсу. Также это прекрасное время для того, чтобы продвигаться в своем бизнесе, для того, чтобы показывать себя, презентовать, быть на сцене, быть открытым, быть любимым. То есть это очень-очень хорошее время для вас. Так что могут быть объяснения в любви, и вы можете тоже в это время прямо наслаждаться своим состоянием. И очень много творческой энергии, очень много творческой энергии, новые идеи к вам будут поступать. К тому же Венера идет по вашему знаку, она в хороших аспектах дает вам необыкновенную гармонию, радость, желание красоты и, конечно же, возможность улаживания любых отношений. Обязательно смотрите также ваш гороскоп на месяц октябрь. Он находится внизу под этим видео, находите ваш знак. И я там дала очень важную информацию тоже и по этому полнолунию, и по другим дням. Желаю вам лучшего полнолуния. Обнимаю вас крепко, люблю вас. Пока-пока. И дальше, мои любимые козероги. Козероги, у вас это полнолуние происходит в вашем 4-м секторе гороскопа. И 4-й сектор отвечает за род, за дом, в котором мы живем, жилье, за недвижимость, за земли, за семейный бизнес. Поэтому у вас будет полнолуние и кульминация в этом секторе. Это, конечно же, значит, что могут семейные дела выходить на первый план. Может быть какое-то важное известие, может быть какая-то важная перемена, переезд в новое жилье, смена места жительства, либо поменяется состав семьи, допустим, кто-то приедет к вам жить, либо уедет кто-то из детей, да, это перемена может быть. Также, конечно же, купля-продажа жилья, квартиры, земли, любой недвижимости, строительство тоже. Возможно, у вас здесь будет завершаться строительство, либо вы решитесь на что-то, на какое-то, может быть, крупное вложение денег в недвижимость, либо решите построить себе дом. Общение с родственниками, какие-то праздники в роду, расширение рода может быть. Для кого-то может проиграться как известие, допустим, о свадьбе, о рождении в вашем роду, и вас куда-то пригласят на праздник. Может быть обыкновенная перестановка, либо ремонт в доме еще завершаться, либо вы будете начинать ремонт. Конечно, по полнолунию лучше завершать или делать перестановку. Следующие 2 недели вот они будут у вас окрашены вот такой вот тематикой рода, родственников, недвижимости. Может быть, кто-то увлечется недвижимостью, для кого-то может проиграться как работа в сфере недвижимости, либо все, что касается дома, перестановки, дизайна, архитекторы, строительства. Иногда дает рождение ребенка, тем более у вас здесь Плутон, и Плутон дает очень часто именно трансформацию в роду, иногда дает рождение детей и сразу же и перестановку, либо переезд. Такое тоже бывает. Смотрите также ваш гороскоп на октябрь месяц. Он внизу в инфобоксе под этим видео. Я там дала очень важную информацию и по полнолунию, и по другим важным дням. Желаю лучшего полнолуния, лучших событий. Обнимаю вас крепко, люблю вас. Пока-пока. Дальше, водолеи, мои любимые, у вас это полнолуние происходит в вашем 3-м секторе гороскопа. 3-й сектор — это сектор
нашего окружения. Это сектор, который отвечает за каждодневное общение, то есть соседи, коллеги, братья и сестры, дяди и тети тоже идут по третьему сектору. А еще техника, автомобили, онлайн-курсы, также, конечно же, интернет-проекты тоже очень часто зависят и от третьего дома. И у вас здесь может быть кульминация. Может быть встреча с коллегами, может вы выйдете просто или поедете за город. Это недалекие поездки, командировки могут быть. Завершаться могут командировки по третьему дому, либо какие-то недалекие путешествия. От ваших братьев и сестер могут быть важные известия, либо важные разговоры с ними. Для молодых водолеев может быть появление братьев и сестер, рождение братьев и сестер. Также, конечно же, это свой бизнес, особенно коммерция идет по третьему дому. У вас здесь могут быть хорошие результаты, у вас здесь прекрасные аспекты от ваших планет и из вашего знака, а значит энергия самая лучшая вам поступает. Новые возможности, рост, перспектива, знакомства могут быть прекрасные, новые знакомства, путешествия даже для вас может быть. И, конечно же, по третьему дому может быть покупка, продажа автомобиля, либо какой-либо техники. Особенно вот после полнолуния в следующие 2 недели, если вам нужно продать технику, продать автомобили, это самое лучшее время для того, чтобы продавать, избавляться от техники, которая уже не нужна, и вы хотите заменить на новую, либо автомобили. Может быть смена в коллективе. Могут меняться коллеги, кто-то будет уходить, может быть, из коллектива. А также здесь вы можете сдавать на права, получать какой-либо диплом. Повышение квалификации тоже идет по третьему сектору. Вообще полнолуние для вас будет очень активным. Это вам будут писать, звонить, с вами захотят общаться. Поэтому, конечно же, здесь для вас хорошие аспекты, много общения, и вам здесь можно реально строить отношения и долгосрочные планы. Поэтому я думаю, что для многих могут быть даже какие-то важные разговоры с партнерами о вашем будущем. Смотрите также ваш гороскоп на месяц, в котором я дала очень важную информацию по этому полнолунию и по другим дням. Он внизу в инфобоксе под этим видео. Находите свой знак, либо на моем канале и смотрите. Я вам желаю лучших событий, мои хорошие. Обнимаю вас крепко, люблю вас. Увидимся скоро с новыми видео. Пока-пока. Дальше рыбы. Рыбки мои дорогие, чудесные. У вас это полнолуние происходит в вашем втором секторе гороскопа. Второй сектор — это денежный сектор, и также второй дом у нас отвечает за работу голосом, за самооценку, за ценности. А значит, что у вас эти темы будут выходить на первый план. Ну, во-первых, для кого-то реально денежная тема. Что-то будет меняться, что-то будет трансформироваться. Либо вы будете что-либо менять. Очень часто может означать работу. Могут быть подработки, могут быть повышения на работе, денежные премии, денежные вознаграждения, получение каких-либо денег. Все, кто работал на получение каких-то материальных благ, вот здесь обязательно получат какую-то кульминацию, какой-либо результат. Но также может быть и такое для кого-то, что будет, допустим, завершаться работа и будет крупная выплата. Либо это может быть очень крупная покупка. Может быть, вы готовили какую-то покупку очень крупную, значит, она состоится. Сделка, покупка, собственный бизнес. По второму дому тоже может быть результат по собственному бизнесу. Может быть, вы получите какую-то сумму денег, либо получите уже материальный результат того, что ваш бизнес, ваш проект идет вперед. Работа голосом, может, кто-то выйдет на сцену, кто-то будет выступать. Конечно же, по полнолунию во втором доме и дальше пойдет у нас 2 недели убывающей энергии, очень хорошо отдавать долги, если у вас есть. И избавляться от долгов, чтобы они больше никогда к вам не вернулись.
Еще тема ценностей. Допустим, все, кто коллекционирует что-либо, здесь может быть очень крупная находка, тем более, что у вас здесь такой прекрасный секстиль от Нептуна к Плутону. Это может быть очень крупная удача, очень крупная находка каких-то вещей, которые вы ищете. Ну и, как я говорила, покупка, естественно. К тому же у вас, мои дорогие рыбы, может появиться покровитель в это полнолуние. Покровитель, либо человек, который будет вас очень сильно поддерживать в каких-то ваших начинаниях, в каких-то ваших делах. И даже спонсоры у вас могут появиться по второму дому. Второй дом очень благоприятный даже для того, чтобы знакомиться, заключать контракты, поэтому это тоже может быть важное знакомство, какие-то важные сделки, контракты, рождение детей, у кого будут по второму дому, собственное дело, предложения по работе, могут быть более денежные предложения, либо вас могут позвать на какую-то денежную подработку. Поэтому здесь денежки, денежное полнолуние, полнолуние ценности, поэтому кто-то, может быть, получит прекрасный подарок, достаточно дорогой, кто-то получит премию за свою работу, кто-то получит выплаты и уйдет с работы и будет принимать важные решения. Поэтому тема денег у вас на первом плане. Обязательно смотрите ваш гороскоп на месяц. Он внизу под этим видео в инфобоксе. Я там дала очень много важной информации и по полнолунию, и по другим важным дням октября. Желаю вам самого лучшего полнолуния. Обнимаю вас крепко, люблю вас. Пока-пока.